Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье, бритье, бритье. Сегодня тоже будет много необычного, и все это благодаря вам. Сегодня будет необычный станок, сегодня будет необычное лезвие, сегодня мы будем необычно это лезвие подготавливать к бритью. Плюс сегодня будет обычный крем, ну не совсем обычный, но не совсем обычной подачи. Сегодня будет феерический, сегодня дофига что будет, ребята, вы все на крупный план, смотрите на это дофига что там будет. А я начинаю, догоняйте. Это предметы нашего сегодняшнего обзора, и все по порядку. Естественно, начиная с бритвы. Сегодня у нас очередная бритва, которая появилась на канале благодаря Хамиту, город Алма-Аты. Нечто подобное у нас уже было, и многие из вас говорили: Вадим, блин, это турист, крути ручку нафиг, она должна посередине разобраться. Но как я не тужился, не пыжился, ничего у меня не получалось. Оказалось, что это был турист, да не тот, а вот это самый настоящий турист, который выпускался в Советском Союзе, начиная с 1948 года, во множестве вариаций, комбинировалось, как правило, эта часть, это точно так же, но не нашел я ни на одного туриста, даже вот в этой умной книге, который бы заключался именно в такой коробочке. Все коробочки были другие, поэтому да, это турист, а что это за турист, какого года выпуска, тут я вам сказать не могу. Давайте станок пока в сторону уберем. Хамид, добрая душа, вместе со станком поклал тут еще и лезвие, восход, еще со знаком качества, обратите внимание. Это наши старые, добрые, советские, цена пачки рубль, по техническим условиям 1979 года, сделаны в городе Москве на Дорогобужской, 14, да? Да. Мостлекмаш, вот что-то вот типа такого. Но я услышал, ребята, ваш призыв к тому, чтобы все-таки попробовать сделать правку этого лезвия на нашей машинке Нива и посмотреть, что из всего этого получится. Так вот, прежде чем мы с вами вернемся к станку, давайте, наверное, все же с лезвием разберемся и посмотрим, получится у нас вообще что-либо на эту тему или нет. Для того, чтобы посмотреть, насколько эффективно или неэффективно отработает машинка, наверное, все же самое простое будет это на РК лезвие нанести фломастер. Ну вот так хотя бы чуть-чуточку, да? Если уж наносить, то наносить со всех сторон. Так, сделано. Теперь достаем наш с вами агрегат и заряжаем наше лезвие. Раскрываем. Так, вот так. Устанавливаем лезвие. Ну вот видите, легло вроде бы нормально. Но тут все может быть не так просто. Конечно, мы сейчас проверим, но тем не менее, лезвия раньше были несколько другие. По размерам, может быть, они и совпадали, но внешний вид и толщина металла, скорее всего, была другая, поэтому что выйдет из этого эксперимента, совершенно непонятно. Но, тем не менее, давайте проверим, что. Закрываем. Тырц. Все, у нас там стоит. Закрепляем. Ну и теперь несколько раз надо передернуть затвор, чтобы у нас что-то получилось. $25 раз. Я думаю, это ни много ни мало. Ну, хотя бы 25 раз, я думаю, будет достаточно для того, чтобы понять, вообще там какие-то изменения настали, не настали. Давайте посмотрим. Ох ты, ёперный театр. Ну, как мы видим с вами, что изменения, да, есть. Смотрите, с этой стороны РК зацепилась. Смотрим с этой стороны. Здесь она тоже зацепилась и довольно-таки как-то интересно, волнообразно, я бы сказал. Она ее пописала, а с этой стороны? С этой стороны тоже? Ну все, ребят, я считаю, что вот этого, в принципе-то уже достаточно, хотя бы для того, чтобы попытаться еще раз побриться, потому что какое-то воздействие на РК все же было воспроизведено. Давайте я вам делаю покрупнее, если вдруг вам не видно.
Мгм. Ну, значит, подозрения по поводу толщины лезвия и другого угла заточки, они в данном конкретном случае, наверное, все же были беспочвены. Ну, теперь возвращаемся к нашему станку. Турист. Почему турист? Да потому что он разбирается весь. У него и ручка разбирается. Вот посмотрите, если бы не это, он был бы трехсоставной. А так он четырехсоставной. Верхняя плита. Как на многих других станках, КЗ, Красная Заря, это понятно. Там цифра 50 вполне себе. Это может означать год. Хотя не уверен, это надо у специалистов спрашивать, что они скажут. Шпеньки а-ля пульки, только маленькие. Верхняя часть покрыта хромом. Вы знаете, вот у меня нет впечатления, что это, ну как вам сказать, ну качество что ли есть. То ли это плотно штампованное, то ли это литое под давлением, что-то вот такое вот после вот именно верхней плиты в руках остается. Это штамповка из тонкого металла. Это сразу видно, понятно и ясно. Здесь прорубалось, вон даже видите, некая геометрия по отцвету видна, что чуть-чуть металл потянуло. Ну и здесь смотрите что. Хоть и говорили, что на наших станках все это льется под давлением и не рубится, как у американцев, но мне кажется, это все-таки касалось каких-то других станков. Вполне возможно, что из бакелита, но не вот этих металлических. Это явно штампованное изделие. Ручка. Одна часть карболит или бакелит. Как их между собой отличать, я не знаю. Но если наш, то карболит, если их, то бакелит. Ну и из цветного металла. Вот такая вот вставыш. Для того, чтобы наш станок зафункционировал, все это дело надо собрать. Ручку мы собрали. Вот такая вот получилась. Давайте теперь уже соберем наше лезвие. Установили заправленную Неву, крышечку. Длина станка 40 миллиметров, поэтому уши торчат. Ну и давайте посмотрим, как у нас тут лезвие располагается. По краям вылет нормальный. Сейчас сказать, я что-то не очень-то все равно даже после машинки на это лезвие рассчитываю. Но мы с вами подстраховались. Если вдруг Нева не запоет, то мы всегда можем перейти на восход 79 года и добриться уже восходом. Собственно, давайте его так, наверное, запасным-то и оставим. Все, будем бриться вот этой вот красотой. А поможет нам следующий представитель болгарской парфюмерии, который появился на канале благодаря Ивану Мруть. Крем, который я назвал Капа. Многие из вас вышли и сказали: Вадим, блин, да это нифига не Капа, это Каро. Ребят, я читал Капа, потому что тут не совсем было понятно. Но вот если здесь написано по-русски, да, ну вот это как бы понятно. Крем для бритья с липой, крем для голения с липою. То есть по-русски, по-украински. Все ясно, понятно. Вот по-английски сенситив, тоже ясно. Но здесь-то посмотрите, К пишется не по-русски, как по-латински. Вот именно поэтому я и счел, что будет правильно Капа. Но если все же у вас инфа 100%, что это нифига не Капа, а что это Каро, ну так хай с ним. Мне только легче, пускай это будет Каро. Раз уж большинство из вас вот так вот поставило вопрос, давайте я его тоже буду называть Каро. Тогда никто не будет путаться. Так вот, несколько парней вышло под прошлым видео и сказали: Вадим, блин, классик, это все зашибись. Но нам понравилось больше с липой и с ментолом. Так вот, сегодня, ребята, следующий будет именно с липою. Давайте я вам покажу, из чего он сделан. Вот это состав. А вот еще дополнительная информация, вдруг она кому-то понадобится. Но это, ребята, не все. Я хотел бы сегодня сделать еще одно маленькое дополнение, которое появилось на канале благодаря Александру Тернавскому. Александр некоторое время назад от своего товарища, вот сейчас я его так на память не помню, так вот здесь я его имя приведу, получил информацию, что очень сильно увеличивает скольжение крема, если пару децл шампуньки добавлять при взбитии. То есть там буквально, ну, капли. И вот сегодня я хочу вот к этому крему добавить
что там у меня есть, какой там шампунь, пару капель. И вот посмотрим, попробуем, что из всего этого получится. Вот так вот бриться и будем. А кто нам поможет? А поможет новый помазок, который вы еще совершенно не видели, который я чертовски рад вам показать. Это, ребята, Масетушка. Это не хухры-мухры. Это здоровый парень для серьезных дядек. Не смотрите на него, что он здесь вот так вот распушился аж на 32 миллиметра. На самом деле это 26 диаметр. Да, ребята, 26. Вот сейчас вот у него здесь в диаметре, сейчас, ну чтобы не быть голословным, по-моему 31. Ну да, 31 миллиметр. На самом деле это 26 размер. Еще не брился. Я его только подготовил, то есть прогнал с мылом, дал высушить, высохнуть. Еще не знаю, что он покажет, но пока работал в руке, мне кажется, что это будет недалеко от предыдущего товарища, потому что набитость, да, здесь повышенная, в руке, ну, форма англосакская такая, вот это, наверное, все-таки к нам с Туманного Альбиона пришло. Посмотрите, как он выглядит под кость, все как положено. И что будет, не знаю. Но раз уж сегодня вот будем работать с кремом, плюс еще и с шампунем, его дебют будет как нельзя более кстати, потому что не синтетика, а, как правило, с барсуками такие вещи делать намного сложнее. Что он из себя представляет? При диаметре 26 общая длина у него 104 мм, ручка 49, все оставшееся, сколько там, 50, это узел. Я с трудом представляю этот помазок в руках молодежи. Уж больно он какой-то основательный, уж больно он какой-то такой, знаете, солидно сбитый, как, ну не бультерьер, не как доберман, а что-то такое, знаете, ну вот что-то такое, как кавказская какая-то вот такая, знаете, вот что-то в нем вот такое вот есть. Уж больно серьезный. Для молодежи я вижу что-то полегче, так более легкомысленно. А этот парень, похоже, что шутить не будет. Так ли это, подтвердится ли? Ну вот сейчас вот в бритье-то и узнаем. А заполируемся сегодня уникальной вещью, которую я взял совсем недавно, пару-тройку дней назад, аж в Окее. Пришел, увидел и купил. Не пожалел. Сколько там, 70 рублей, по-моему. Когда принес домой, жена понюхала, сказала, что ты за фигню принес. Я говорю, что Иванова, ты ничего не понимаешь, это не фигня, это eau-de-cologne для мужчин. Она говорит, и ушла. Ну, по запаху, да, ребята, что-то такое. Как это будет в детстве, как он будет работать, ну, пока тоже не могу сказать. А все, что пока могу сказать, что при своей общей такой недороговизне 70 рублей оформлен, ну, соответствующе, на 70 рублей. Вся необходимая информация, содержание, штрих-код и прочее, да, здесь все есть. Стеклянный флакон, свойственный для компании «Новая Заря». До завтра не гугу, литься будет хорошо. Крышечка, ну, как на многих других у «Новой Зари». Вот сегодня этой штукой и заполируемся. Если он такой весь из себя не кокосовый, на кой ляд я его тогда вообще сюда принес, кто-то спросит. Но она сейчас все какое-то бритье недорогое. Я вот и подумал, а что нет-то, вот взять его, да и показать. Вот этим и будем полироваться. Все, пошли бриться. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо. А с другой стороны, ну, маленько сыкотно. Ну, делать-то все равно надо. Почему сыкотно? Потому что, ну, во-первых, каждый раз разными станками бреешь, разными лезвиями, ты, конечно, не способствуешь тому, чтобы у тебя здесь был полный фэншуй. Ну, я имею в виду сохранность кожи. Но рано или поздно ты к этому привыкаешь. Но здесь-то сегодня случай. У нас сегодня Open Comp, да и плюс лезвие еще такое непростое. Давайте так, если вдруг что-то пойдет не так, я сильно-то тужиться, пыжиться, упираться не буду, я просто возьму сразу лезвие на восход и перекину. И там уже нормально продолжим. Ну а пока давайте делать нашу вот эту самую ядреную смесь, которую Александр Тернавский презентовал у себя на первом украинском форуме со слов Сергея Саянина. Итак, помазок замочили, лишнюю влагу убираем. Я прям вот так хорошо стряхнул. Теперь вот такие вот 1,5 сантиметра мы с вами здесь расположим. Ну а теперь я свой шампунь не стал брать. У меня этот, как его, S или как он там, ну какая-то фигня, короче, как это называется. Я вот у любимой тут какой-то баллон есть, подрезал. И вот видите, не видите? Так, ну давайте вот так, наверное, вам будет видно. Вот она, капелька вот такая. Тырп. И все. Пожалуй, я вот этим и ограничусь. Пускай это будет точка отсчета.
Много ли, мало ли, ну сейчас мы с этим и будем разбираться. Еще раз намочу лицо. Ну и что, погнали наших городских. Ну, как, пока каких-то таких особых проявлений от шампуня я не вижу. Возможно, это слишком мало было капелек. Но я как понял вот со статьи Александра, что там капелька. Ну вот я капельку и поклал. Помазок, конечно, взрослый. Это как вот есть тепловоз, есть электричка, а есть станционный маневровый. Так вот он на станционный маневровый похож. Не знаю почему, почему-то мне вот это в голову пришло, какая-то тяговитость, мощь, сбитость, плотность, вот какая-то такая компактность. А маневровые тепловозы, они не такие здоровые, но это обманчивое заблуждение. Тянут они тоже, ну, конечно, не так сильно, как те же самые грузовые, например, да, но не сила, я вам скажу. Ну, я там попутно еще кое-что прихватил. Вот с того, что Александр написал. Добавляя каждый раз разный шампунь, вы можете еще с запахами играться. Ну, давайте посмотрим, что мы тут с вами наточили-то. Ребят, ну, конечно, не фонтан. Но она хотя бы брить начала. Ну, то есть, да, действительно, машинка-то выходит, работает. Да ладно. Нифига себе. Ну, это место такое, видите? Здесь подтягивает. Ну, таки да. Понятно, что машинка с лезвием что-то сделала. Понятно, что оно стало лучше, чем оно было. Одно пока непонятно, это мы сейчас с вами проверим. Насколько этих изменений хватит. Может, сейчас там пол лица и все, и кирдык-ля-ля. На тормоз нажимай. Так. Знаете, наверное, все-таки я сам не прав. Не прав в чем? Я два знаменательных события, то есть это шампунь в крем и заточка, правка, правильно ребят сказали, лезвие на машинке соединил в одном видео. Вот сейчас вот по сути, вот то, что вот сейчас вот бреемся этим лезвием, оно перешибает. Я вот сейчас, например, по значимости, по эффекту. То есть вот у меня сейчас вот настолько там все сжалось, и вот так вот сейчас вот там что будет, что я на это скольжение практически внимания не обращаю. Поэтому вот это я, наверное, неправильно сделал. Но, с другой стороны, еще шампунь на наш век хватит, еще и покапаем. Хотя бы сейчас попробуем добриться.
Ну, конечно, безрассудство, безбашенность, скорее всего, в некоторой мере здесь присутствует, потому что ставить такое лезвие, для тех, кто забыл, это у нас Нива, в Open Comp, легонький, но это не то чтобы стальные яйца, но определенную уверенность-то нужно какую-то иметь. И меня спасло то, что я об этом просто не думал. Вот просто не думал, и все. Так что вот сейчас бреюсь, а сейчас уже куда деваться. А если бы заранее подумал, вот тогда бы пришлось режим стальные яйца включать, потому что, ну, это неправильно. Такое себе лезвие, еще в open комби, да еще в легком станке, которым понятно, что лучше ставить такое, которое будет само брить, потому что он легкий, да еще и open, и по максимуму нужно из давления выводить, чтобы ты вел, и он сам брил. А где же он сам будет брить, если там лезвие такое? То есть вот тут та еще история. Ну, сейчас что сделано, то сделано. Давайте наносим следующий слой. Полтора сантиметра крема пока еще работает, но учитывая прошлое бритье, почему-то сейчас пены меньше. На что списать? То ли на шампунь, то ли на новый помазок. Ни малейшего понятия. Во всем этом по-хорошему с кондачка решать нельзя, надо разбираться. Помазок супертяж. Вот прям вот такой вот мощный, как вот есть какие-то резиновые вещи, есть какие-то пуховые, есть войлочные. Вот он как войлок по плотности воспринимается, вот такой. Парни, я от станка в восторге. Если оно с этим лезвием такое, я представляю с нормальным, как бы он брил. Это вообще... Есть уже мулечки, фишечки, которые однозначно в этом станке импонируют. Я в конце об этом скажу обязательно. Сам себя сейчас поймал на мысли, что здесь у него ухо торчит. Я шкрябаю под носом чуть ли не впритык, и мне это не мешает совершенно. Вообще. Ну и уши еще не обрезал. Так что, ну вот, в старые времена торчащие уши людям не мешали. Ну и третий, заключительный. Пока счет 2-0 в нашу пользу. Я думаю, это все-таки помазок подъел. По первости. Так, давайте вот так вот добавим чуть-чуть. Ну, тут совсем маленечко.
Ну, структура, фактура крема приятная. В помазке, когда вот достаточно, после того, как мы дополнительные там 5 миллиметров добавили, он стал ощущаться еще интереснее, еще лучше. И приятная получилась связка. Не в том смысле, что помазок крем, они как-то там нашли друг друга, нет. Просто конкретно вот в этом данном случае было приятно носить этим помазком этот крем. Как-то вот так вот просто мысль в голову пришла. Ну и сейчас намочил руку, взялся вот за эту ручку, пофигу мороз, не скользит вообще ничего, совершенно. Ну, пока в восторге, посмотрим, что дальше будет. Так. Ну, видимо, это для него слишком. Вот здесь, вот в этом месте сейчас против роста, ну никак, вот так втыкается и все. Ладно, бог с ним. Все, ребята, мы с вами завершили третий проход. Бритье далеко от совершенства. Есть непробритые места, которые прям, ну вот с таким состоянием дела, я бы, например, к любимой не бросился в объятия. Я бы ее пожалел, потому что она вся в шрамах от меня ушла. Но, тем не менее, что-то мы с вами все-таки сделали. И чем? Не вой, мать ее. Смываем все к чертовой матери, не буду уже рисковать. Ну и наш автошейф. Ну тут показывать я не знаю, что показывать. Ну вот. Вот такая вот масса. Бодрый стоячок. Есть еще какой-то объем. Судя по тому, что я все это выдавил из помазка, надо к нему подход находить. То есть у него есть нюансы, которые при работе нужно учитывать. И, ну, я думаю, еще его разочек так погоняю, и я с этим разберусь. Все, теперь компрессия автошейф. Ну, знаете, вот даже вот то время, которое я провел на компрессии, не дало мне каких-то дополнительных мыслей в мою буйную голову, чтобы как-то начать уже оценивать результаты сегодняшнего бритья в плане лезвия, в плане станка, ну и вообще, в общем. Но сейчас, наверное, все-таки что-то соберется и уже пойдут мысли на гора. Сейчас, конечно, берем наш одеколон. Я понимаю, почему любимая отозвалась о нем так фу-фу-фу, что-то фу-фу-фушный. Но он слишком простой. Здесь на самом деле
А поорать? Должно же быть поорать. Ребят, что-то я тупанул, я даже не понял, сколько он стоит этих самых процентов спирта. Ну, сейчас наверняка здесь что-нибудь появится, если он вообще в интернете его хотя бы найти можно. Но поорать не получилось. Хотя вот некоторые покраснения-то я здесь вот вижу, то есть что-то там все равно какой-то эпидермис попал под раздачу. Уходовые, да, уходовые есть. Запах. Запах спокойно. Но он на спортивный не тянет, на природный не тянет, на химозный не тянет, на какой-то фруктовый не тянет, мыльно-пузырный не тянет тоже. Ну что-то такое, знаете, веселенькое, не дождевая даже тема, не озоновая. Ну что-то так бирюзово-разбавленное, что-то такое, вот такого цвета, я не знаю, вам видно, не видно. Что-то все-таки такое есть. Да я бы не сказал, что до него как-то сильно можно докапываться при осознании его стоимости. Ну, 70 рублей, ну что там докапываться? Взял, брызнул, да и пошел, да и все. Ну, понятно, на свиданку с таким автошейвом, ну, это себя не уважать. То есть, как девушка от тебя шарахаться будет. Ну, а если ты в командировке, если ты работаешь, если ты там еще что-то, и тебе, в принципе-то, пофигу, мороз, как от тебя будет пахнуть, как долго, не знаю. Но я думаю, что где-то в пределах часа, учитывая стоимость. То а что нет-то, вполне себе. Но тройной в моей голове шипр, нет, конечно же, он не перебил. Так, расхожая моделька, то есть, ну, возьмете, ничего не приобретете, не возьмете, ничего не потеряете. Вот такой какой-то середнячок. Ну, для проформы, для галочки. Вот надо было, вот знаете, получить, вот и все. Обыкновенный, нормальный, не хороший, не плохой. Дальше поехали. Коро, лавандовая, липа. Я сегодня что-то его даже по запаху не ощутил. Но в общем и целом запах достаточно нейтральный. Он тоже не сильный. Возможно, тот шампунь, который мы сегодня добавили, он как-то там повлиял, этот запах пропал. Но сегодня мне почему-то этот крем понравился больше. Хотя по своим тактико-техническим, физическим свойствам, скорее всего, это полная копия предыдущего крема. Классик. Тут только запах другой. Как такое могло образоваться, я не знаю. То ли та капля шампуня повлияла, то ли помазок как-то сегодня был другой. Я не знаю, но сегодня мне этот крем понравился больше. Несмотря на то, что на третий проход пришлось все-таки полсантиметра еще задавить. Но тут тоже, видите, ребята, тут надо баланс понимать. Потому что у каждого помазка свои параметры, то есть при которых он начинает работать, да. Если бы, допустим, был другой помазок, ну, ему вполне себе, может быть, этих 1,5 сантиметров бы и хватило. А вот этому не хватило, пришлось еще 5 добавить. Ну, то есть, вот все нужно учитывать, все нужно взвешивать. Так, раз уж помазок в руки взял, еще буду разбираться, пока я его оцениваю на твердую 5. Пока это какой-то, знаете, сбитый такой вот прям... Вот есть дерево, да? Вот дерево и дерево. А ты так торкаешь, ну, твердое, древесину прям чувствуешь. А вот представь, что на этом дереве, ну, слоя 3-4 войлока, причем такого матерого. Ты хоп, и ты понимаешь, что войлок мягкий. Но продавить ты его хрен подавишь, потому что под ним дерево. И вот какое-то вот такое ощущение. С одной стороны, я понимаю, что это сильвертип, пускай плотно набитый. А с другой стороны, он тот же самый шарик, но подает по-другому, нежели яки. Ту же самую работу он выдает несколько по-другому. Вот, на мой взгляд, это вот что-то здесь есть от кабанчика. Вот какая-то твердость вот такая внутренняя. Вот что-то вот она здесь есть. Это твердее, чем яки. И вот ее я, по-моему, еще не разгадал. Пахнет ли? Да, пахнет не сильно, но вы запах обязательно почувствуете. Что не понравилось? Ну, при подготовке, пока его от хозяйственное мыло колошматил, выпал один полосок. Ну, сказать об этом могу, ну, как понравилось, не понравилось, ну, рано еще говорить. Я уже говорил как-то единожды или даже дважды, что для меня пока с помазка 20-25 волосков не выпало, я на это даже внимания не обращаю. Потому что, ну, по-всякому бывает. Но этот один волосок все же выпал. Возможно, он некоторым покажется великоват. Потому что при своем внутреннем состоянии 26 мм, внешний объем почти 32, ну то есть как бы, ну
не все такие большие помазки любят. Зато людям с нормальной харизмой, с широкой душой, с какими-нибудь такими тазиками вместо чаш, вот это будет да. Там он и кто способен его прокормить, например, да, на, Васенька, кушай, бам, ему туда еще сантиметр кинул и в чаше наколошматил. Ну, вот для больших людей. Вот, я как чувствовал, что вот не для молодежи. Вот так вот сейчас вот оно все и получается. Интересно, но буду еще разбираться. Мне хочется понять сегодняшнее происшествие. Вот с полсантиметра крема, то, что добавляли. Машинка. Еще раз спасибо Дмитрию Платахину. Огромная машинка для правки лезвий. Несомненно, рабочий агрегат. Если у вас есть лезвия той поры и почему-то по каким-то непонятным причинам вы еще ими пользуетесь, то, несомненно, эта машинка вам поможет. Потому что вы сами сегодня видели, там сколько, 25 раз затвор передернул, а там уже все, кромка уже прям выскочила на нее. То есть вполне себе 25-то может быть еще и не надо было, как бы это еще даже много не было. Может быть даже еще и меньше надо было бы. Вот кто этим в старину занимался, вот у них бы спросить, может там просто там 3-4 раза дернул, все, вот тебе готово. А не 25 сидеть наяривать. Но в паспорте не написано, практикой уже не у кого интересоваться. То есть люди-то за радугу уходят. Поэтому вот интересно. Но опытным путем к этому ко всему можно прийти. На мое счастье или на беду, я не знаю, но у меня достаточно лезвий той поры. Это не только Нева, это и Восход, и другие лезвия. Ну, возможно, можно будет как-то поиграться. Но вот пока я считаю, что это не совсем бесталанное, такое бесполезное изделие, что это вполне себе рабочий агрегат, и он в свое время служил, да и сейчас некоторым может послужить. Так что, Димыч, спасибо тебе огромное еще раз. Высохло все? Да, какие-то уходовые есть. Запах. Ну такой какой-то уже все так. Ну-ка. Час. Даю ему час. Больше вряд ли протянет. Вот такое вот среднее изделие. То есть на поход, комаров погонять, в командировку съездить. Вот что-то вот такое. По комарам это отдельный вопрос. Еще надо проверять, потому что, может, комары наоборот его любят. Фиг его знает. Надо проверять. И вот, наконец-то, мы подобрались к лезвию Нева. Когда на предыдущем бритье я поставил это лезвие, сделал первое движение, я мужественно терпел и пробрил вот эту вот всю часть. А потом с удивлением обнаружил, что камера не работает. У меня такой мат-перемат внутри стоял. Думаю, да иди ж твою коромысло, иди же, посади же. Тут вон, ради науки тут. А она не работает. Ну, короче, не понравилось, ребята. Чертовски не понравилось. Каково же было мое удивление, что сегодня после правящей машинки сдвинулась с мертвой точки. Этим хотя бы бриться можно было бы. То есть даже мы сегодня программу максимум-то перевыполнили. Я думал хотя бы проход пройти уже за счастье. Мы полностью побрились. Да, не идеально. Да, дофига что тут осталось. Но визуально этого не видно. И на работу, если бы я, допустим, делал это в 50-х годах, я вполне себе мог бы пойти. Ну, то есть, удивлен. Значит, несмотря на то, что лезвия раньше были другие внешне по конфигурации, общие параметры лезвий, скорее всего, совпадали. То есть ширина лезвия, длина режущей кромки, и бог с ним, что вот здесь вот полукруг такой шел, а общие важные, основополагающие параметры лезвия, скорее всего, совпадали. Интересно. Не скажу, что понравилось, но урок такой поучительный. И я теперь точно так же, как некоторые ребят под прошлым видео в комментарии писали, да, я брился Невой. Вот я теперь тоже так могу сказать. Да, я брился Невой 57-го года и остался живой. Слава тебе, Господи. Можно, но не просто. И, кстати, непонятно, насколько бы этого лезвия хватило, если, допустим, вот сейчас вот в следующий раз его поставить, можно было бы, не можно бриться, или опять на машинку. А если на машинку, она же там что-то все-таки снимает, или что она там вытягивает, вальцует, что она делает. То есть вот насколько хватило бы, вот это все интересно. И, наконец, добрались мы до станка. Станок маленький, удобненький, туристик, который можно будет разобрать, спрятать, и вы его даже не увидите нигде. К сожалению, нет у меня этого туриста в той коробке, которые были вот в той умной книге с античного форума.
Но и даже вот в этой коробочке, в которой прислал Хамид, этот станок, ребята, мне кажется, он охрененен. Вот из последних станков, которые мы с вами вот пробовали, для меня вот этот сейчас наиболее такой замечательный остался. То есть он самые лучшие впечатления о себе оставил. И на чем? На Неве? Да. Да. Я его в руках ощущаю как хирург скальпель. Хотя где хирург, и где я, но я вот так вот это вот все представляю, потому что настолько удобно его держать, настолько удобно им пользоваться, и настолько он уверенно сидит в руке. И пофигу мороз, влажные у вас руки или там или в мыле, вот эта фитюлька позволяет ее держать вполне себе уверенно. Плюс ко всему, но он миниатюрный, он совершенно маленький. Но также тут прям вот это вот так вот аж все пляшет, аж все интересно. И плюс ко всему он еще open comp. Внешне он, да, угрожающий. То есть такой, ну, загрызу. А внутри добряк. И интересно. На бритье от верхней крышки он заставил перейти только на последнем третьем проходе. Все остальное шло от гарды. И каких-то особых увечий я сегодня не вижу. И было бы очень интересно попробовать его на современных лезвиях, как бы он себя тогда показал. Я думаю, что это была бы просто бомба. Шикарный, шикарный станок, не похож ни на один другой, который я вот держал до сих пор в руках вот за последние обзоры. Ну то есть вот сравнить просто не с чем, совершенно. Очень понравился, и я хотел бы им еще побриться. То есть однозначно 5, 5, 5, 5. Ну что, ну все, на этом пора прощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И пускай всегда все будет хорошо. От всей души понимаю этих людей, которым надоело уже СССРовское бритье, и которые говорят: Вадим, ну давай еще что-нибудь посмотрим. Ребята, ну вот есть такое слово «надо». Вот я считаю, что вот сейчас как раз тот момент, когда надо к этому прислушаться. То есть их осталось сколько еще там, 3, 4, 5, 7 штук. Вот мы их сейчас прогоним, и у нас будет с вами серия СССРовских станков. Потом время от времени они опять будут всплывать где-то в разнобой, где-то еще что-то. Но сейчас, если мы их скомпонуем, то каждый из вас, который захочет, он всегда может зайти на канал и знать, что вот с такого-то по такое-то СССРовские станки. И всегда это посмотреть. Если сделать по-другому, пустить сейчас в разбив, но это опять все разобьется. И мы с вами работу до конца не сделаем. Потерпите. Будь ласка, потерпите еще совсем немного. Вот добьемся до конца, а потом уже пойдет, все на свете пойдет. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим.